Привет! Это мой первый урок по программе Live 2D. При первом взгляде может показаться, что интерфейс Live 2D непонятен и перегружен. Но на самом деле достаточно поработать в ней 30 минут, и вы уже освоитесь. Сегодня я расскажу тебе об интерфейсе программы. Интерфейс моделирования. Первым делом, когда ты заходишь в программу, тебя встречает окно с информацией о программе и ссылками на официальные ресурсы. Ты можешь смело закрыть это окно при входе, оно нам не понадобится. При первом входе я советую для начала сменить язык на английский, если он не установился сам, и по желанию поставить темную версию интерфейса. Каким образом тебе будет легче освоиться в программе? Чтобы попасть в настройки, сверху нажми на меню «Файл» и выбери эту кнопку. Она может быть на другом языке. Перед тобой откроются настройки программы. Тут ты можешь сменить язык и тему программы. К сожалению, на данный момент программа поддерживает только английский, китайский, корейский и японский. Закрыв окно настроек, перед тобой откроется интерфейс моделирования. Именно здесь происходит большая часть работы. Ты можешь полностью сменить вид интерфейса, перетащив окна в удобное тебе место, или удалить ненужные. Если ты случайно удалил окно, которое тебе нужно, в меню Window можно с легкостью его вернуть. Давай начнем разбирать окна. Самое большое пространство — это основное рабочее окно, в котором происходит практически вся работа. Здесь отображается твоя модель, текстуры или картинка. Есть несколько способов добавить объект на рабочее окно. Ты можешь просто закинуть модель из папки или воспользоваться меню File Open. В нижнем левом углу ты можешь поменять цвет фона рабочего пространства. Лупы позволяют отдалить или приблизить модель. А это зеркало. Оно отзеркаливает модель. В окне Part показаны объекты твоей модели. Тут ты можешь распределить их по папкам или удалить. Правда, в этом окне объекты не удаляются полностью, а лишь скрываются из поля зрения. Чтобы удалить ненужные объекты полностью из проекта или вернуть случайно удаленные, необходимо войти в окно Project. Здесь в папках Source Image и Model Image нужно найти нужные нам объекты. Нажав на них правой кнопкой мыши, можно выбрать необходимое для тебя действие. Create Art Mesh вернет удаленный объект в модель. Delete Model Image полностью удалит объект или целый файл из проекта. Следующее окно Tool Details. Здесь появляется информация и настройка некоторых инструментов. Позже я расскажу о нем поподробней. В окне Inspector находится вся информация об объекте или папке. Здесь ты можешь переименовать название или ID, добавить маску к объекту, поменять прозрачность объекта, добавить эффекты. На данный момент доступны всего два дополнительных эффекта — Multiply и Additive. Следующее окно — Log. Здесь указываются все выполненные задачи программы, если у тебя возник какой-то баг или ошибка в программе. Обычно в этом окне указывается вся необходимая информация для разработчиков. Следующее окно Deformer. Здесь указана иерархия Warp и Rotation деформеров. О них подробно я расскажу чуть позже. Окно Parameter предназначено для настройки объектов в модели. Здесь ты можешь указать необходимую позицию объекта и создать анимацию, а также распределить параметры по папкам. Я подробнее расскажу об этом окне в другом видео. Прежде чем начать работу над моделью, давай подготовим ее к ригу. Создадим маски для объектов. Нам нужно их сделать, чтобы текстуры не вылезали за пределы других текстур. Как ты видишь, зрачки выходят за грань склеры. Так дело не пойдет. Выбираем необходимую для нас склеру, копируем ее в окне инспектора и вставляем его в зрачок. Также есть второй способ. Способ с указанием объекта галочкой из выпадающего списка. Здесь можно указать один или несколько объектов, или даже целую папку, что весьма удобно. Теперь давай разберем каждый инструмент. Texture Atlas необходимо создавать, когда модель уже полностью настроена. Я расскажу об этом инструменте в другой раз. Manual Mesh Edit и Automatic Mesh Generator позволяет нам создавать меш. Первый инструмент дает нам возможность вручную создавать или редактировать его, а за второй отвечает автоматический генератор. Советую создавать меш с помощью автоматики, а потом поправлять его вручную, так как поры автоматика создает баги, из-за которых файлы в модели перестают быть видимыми. Меш необходим для того, чтобы мы могли всячески деформировать объект. Выделяем все файлы модели, нажимаем на самый верхний файл в окне Deformer, прокручиваем вниз, зажимаем Shift и нажимаем на самый последний файл и нажимаем на Automatic Mesh Generator. Советую выбрать параметр Standard, чтобы сильно не перегружать компьютер.
Если вы столкнулись с тем, что ваш файл пропал из рабочего окна, то нажмите на меню Mesh Edit и поправьте Mesh. Тогда файл снова появится в поле видимости. Жмем меню Mesh Edit. Теперь давайте разберем инструменты в окне Tool Details. Стрелочка позволяет нам выбрать одну или несколько точек меша, а лассо выделить несколько точек. Инструменты стержнем пера позволяет нам создать одну точку меша и соединять их между собой, а также убрать одну точку меша. Ластик позволяет убрать несколько точек меша. Регулировать размер кистей и ластиков можно с помощью кнопки Welcome. Инструмент в виде треугольника Endpoints отвечает за добавление точек между уже существующими гранями меша. Следующий инструмент позволяет нам создать сетку меша автоматически. Нужно выбрать этот инструмент и нарисовать линию там, где вам необходима сетка меша, и программа автоматически ее нарисует. Кнопка Auto Connect работает так же, как и инструмент Endpoints. Правда, у нее есть две галочки для настройки. Mesh Reconstruction. Если включено, он перерисовывает линию сетки с учетом только вершин. Если вы хотите сохранить построенные вами линии, отключите это. Protect Edge Exterior. Если этот параметр включен, он будет автоматически генерироваться при сохранении внешнего периметра. Это эффективно при использовании с текстурами неправильной формы, например, ресницы, волосы и так далее, поскольку предотвращает склеивание лишних линий. Ниже инструмент Glue. Это клей. Он нужен для склейки текстур по сетке меша нескольких объектов одновременно. Мы разберем его подробнее в другом видео. И последний инструмент в этом окне Mirror Edit позволяет при рисовании меша одновременно рисовать отзеркаленную часть. Можно выбрать горизонтальное или вертикальное зеркало. Можем сохранить сделанный нами меш, нажав на галочку, или отменить его, нажав на крестик. Следующий инструмент Warp Deformer. С помощью него мы также можем всячески деформировать файл и объединять несколько объектов. Выделяем объекты головы и создаем Warp Deformer. Теперь мы можем двигать всю голову с помощью одного варпа. Точно так же сортируем остальные файлы. Варп также можно создавать внутри других варпов. Таким образом мы можем рассортировать части лица, волос и так далее. Если зажать Ctrl, то мы сможем двигать Warp Deformer, при этом никак не меняя положение выбранного нами объекта. А если зажать Shift, то мы сможем двигать выбранный нами объект вместе с Warp Deformer'ом по линейке. Советую создавать варпы снизу вверх. То есть сначала создаем варп глаз по отдельности и потом только общий варп двух глаз. Это предотвратит ошибки с варпами, когда варп по размеру намного меньше самого объекта. Следующие два инструмента схожи по функциональности. Create Rotation Deformer и Rotation Deformer Creation Tool позволяют создать деформеры, которые можно поворачивать. При этом, если Rotation Deformer создан внутри Warp Deformer и мы попытаемся поменять размер всего объекта с помощью Warp Deformer, Rotation Deformer никак не отреагирует на эти действия. Поэтому при настройке параметров модели советую сначала настроить все деформации с помощью Warp Deformer, а только потом создавать и настраивать Rotation Deformer. Давай выберем созданный нами Warp головы и на нем создадим Rotation. Если зажать Ctrl, то мы сможем двигать Warp Rotation, при этом никак не меняя положение выбранного нами объекта. Перетащим его на конец шеи. Теперь мы можем наклонять голову со стороны в сторону. Следующие три инструмента позволяют нам выделять объекты частично или полностью. Стрелка позволяет выделить целый инструмент или одну из его точек. Лассо позволяет выделить несколько точек объекта. Кисть работает примерно так же, как и лассо, но ее чувствительность можно настроить. Следующий инструмент Deform Path Edit позволяет указать точки на меш объекта, которые можно двигать. Я подробнее расскажу об этом инструменте в следующем видео. Deform Brush Tool работает так же, как и кисть, только он не просто выделяет сетку меша или Warp Deformer, но и двигает ее. Об последних двух инструментах я расскажу в другом видео. На этом я хочу закончить этот урок. Спасибо, что просмотрели мое видео до конца. Пока-пока, до новых встреч. Ваш клон уходит спать.